Друзья мои, всем привет! Сегодня мы поговорим с вами об одной из самых приятных составляющих игры State of Survival – о подарочных кодах. Сначала еще раз напомню, как вводить подарочные коды, потому что на моем канале есть много людей, которые только-только начинают играть. Потом вместе разберемся, какие коды бывают и где же их находить. Во-первых, хочу вновь проговорить, что все коды предоставляются разработчиками, за что им, конечно же, огромное спасибо. Я всегда рад поделиться с вами на стриме кодом, но мне странно слышать, что кто-то думает, что это мой личный код, я его сам придумал и по своей же инициативе с вами делюсь. Нет, это не так. Все коды создают разработчики, а уже после этого коды выдаются игрокам различными способами, которые мы разберем позже. Итак, начнем с базовых знаний, которые нужны вам, чтобы получить плюшки из кода. Чтобы использовать код, необходимо выполнить пару простых действий. Сначала скопируйте код, это упростит процесс ввода. Затем открываем игру, нажимаем на профиль шефа в левом верхнем углу, затем настройки. Далее подарочные коды. В открывшемся окне мы вводим код с клавиатуры, либо вставляем ранее скопированный текст. Затем жмем на кнопку «Обмен». И если все условия соблюдены и код еще доступен, вы получите награды на внутриигровую почту в раздел «Система». Теперь давайте проведем классификацию подарочных кодов. Во-первых, коды можно разделить по времени действия и по количеству использований. Некоторые из них действуют в течение нескольких дней, какие-то в течение другого времени, но основная идея в том, что они ограничены только по времени, но не по количеству использований. Например, один из последних таких кодов – подарочный код, приуроченный к Международному женскому дню. По количеству использований есть одноразовые коды, коды на 20 человек, на 1000, на 15 и так далее. Одноразовые коды – это в большинстве случаев награды за конкурсы в официальных сообществах игры State of Survival. Вы принимаете участие, и в случае победы вам в личные сообщения приходят поздравления и код, который может быть активирован лишь один раз. Конкурсы несложные и требуют от вас базовых знаний об игре и понимания, где можно найти ту или иную информацию в игре. Например, я видел вопрос, на каком уровне VIP шеф начнет получать легендарные фрагменты героя в ежедневном бесплатном ящике VIP. На этот вопрос не обязательно знать или помнить ответ, достаточно понимать, куда надо зайти в игре, чтобы найти правильную цифру. Поэтому следите за внутриигровыми рассылками о проведении конкурсов и различных активностях. И вы, в случае правильного ответа и удачи, получите ваш персональный одноразовый код. Подарочные коды на 20 активаций обычно выглядят простым набором букв и цифр. Часто такие коды выдаются внутриигровым стримерам, которые в свою очередь выдают эти коды своим зрителям в эфире. Коды на 1000, 1500 активаций также выдаются тем, кто делает обучающие гайды, стримы и так далее по игре State of Survival. Как вы можете знать, мне тоже разработчики предоставляют подарочные коды. Не просто так, а чтобы я мог поблагодарить вас за потраченное со мной время на стриме, за активность, за интерес к игре. Соответственно, чем больше активности, подписчиков, просмотров, тем лучше коды. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и приглашайте друзей. Кроме этого, есть коды, применимость которых зависит от устройства или же от региона. Например, у Huawei App Gallery есть свои подарочные коды, которые будут недоступны тем, кто играет с iPhone или Android. Однако, некоторые коды бывают недоступны для пользователей Huawei. Также есть корейские коды. Способ ввода таких кодов зависит от того, какое у вас устройство. Для пользователей Apple достаточно сменить регион устройства. Для этого открываем настройки телефона основные. Язык и регион. Регион. Здесь выбираем регион Республика Корея. После того, как регион изменен, можно открыть игру и ввести подарочный код. Можно не менять регион обратно, если он вам не мешает. Если у вас устройство с Android, то для использования корейского кода необходимо сменить язык вашего устройства. Настройки могут отличаться в зависимости от модели телефона, но суть такая же. В настройках дойти до установки языка и выбрать нужный, то есть корейский. Выглядит он так, можно запомнить, что в конце стоит буква U наоборот. Самое главное запомнить путь, по которому вышли до настроек смены языка, чтобы потом обратно вернуться на русский язык. Если для игры в State of Survival вы используете эмулятор, то вам так же, как и на устройстве с Android, необходимо сменить язык. Затем запустить игру и ввести подарочный код.
Отмечу, что есть корейские коды, которые работают только на Android, то есть пользователи Apple его использовать не смогут. В таком случае на помощь приходит эмулятор, либо смирение с тем, что этот код недоступен. Кроме этого, есть специальные коды для других версий игры. Я думаю, уже ни для кого не секрет, что есть региональные версии игры State of Survival. Например, японская версия или корейская. Соответственно, есть коды, которые будут работать только в этом приложении. Но мы не можем зайти на свой аккаунт через такие приложения. Самое главное, не нужно злиться, если вы не успели ввести подарочный код. Просто представим ситуацию. Код публикуется на определенном ресурсе. Вы копируете его, бежите в игру, а код недействителен, сегодня получить уже нельзя. Это не повод расстраиваться, писать, что такие коды плохие и так далее. Это лишнее, нужно относиться проще к таким игровым моментам. Не успели ввести этот код, успеете ввести следующий. Чтобы успевать использовать как можно больше подарочных кодов, сейчас мы разберем более интересный вопрос, где же их находить. Первое – участие в конкурсах. Второе – смотреть внутриигровые стримы и приходить на стримы на YouTube. Третье – искать другие площадки, на которых проходят стримы. Четвертое – следить за публикацией кодов на официальных страницах игры State of Survival. И пятый, мой любимый способ – подписаться на сервер State of Survival Rus. И пристально следить за кодами в одноименном канале «Подарочные коды». В этом канале публикуются все подарочные коды, о которых мы знаем. Кроме этого, здесь можно заметить подпись с условиями применения кода. Например, корейский код только Android. Таким образом, сразу становится ясно, сможете вы использовать данный код или нет. Вы можете добавить рассылку подарочных кодов на ваш сервер. Но так как скорость отправки на другие сервера зависит не от нас, а от самого Discord, то иногда коды приходят с задержкой. В целом, это вся информация, которую можно рассказать о кодах. Помните, что блогеры и стримеры не создают коды, и за все плюшки, которые вы получаете с кодов, нужно поблагодарить разработчиков игры. Это приятный бесплатный бонус для вашего развития. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях, мы постараемся на них ответить. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Берегите себя и желаю вам не пропустить ни одного кода. Всем пока!